Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами рецептом самых известных булочек с сахаром и корицей, о которых вы наверняка слышали, возможно пробовали, а может даже и готовили. Конечно же, это синнабоны. Синнабон – это всемирно известный бренд самых вкусных булочек с корицей. Их аромат, свежесть и аппетитный вид вызывают неизменный восторг у людей разных возрастов и стран. Синнабон объединяет более 1200 кафе-пекарен в более чем 60 странах мира и все еще продолжает расти. Первая пекарня Синнабон была открыта 5 декабря 1985 года в Сиэтле, но там продавался всего один продукт. Это классический синнабон, который вы и сейчас можете попробовать в любой пекарне синнабон по всему миру. Постепенно ассортимент расширялся, и сегодня он включает классический синнабон, его уменьшенную копию мини-бон, пекан-бон с орехами пекан и двумя видами карамели, шокобон, заполненный шоколадом и покрытый глазурью, синнабон стикс, палочки из слоеного теста, посыпанные сахаром и корицей, и различные мини-тортики и капкейки. Если вы никогда не готовили синнабоны или не нашли свой идеальный рецепт, то я вам в этом помогу, потому что этот рецепт самый лучший, не сомневайтесь. Не приготовить вкусные булочки вариантов нет. Так что переходим к ингредиентам, которые, к слову, должны быть качественными, особенно дрожжи. Для опары нам понадобится мука, слегка теплое молоко, дрожжи и сахар. Для теста мука, яйца, размягченное сливочное масло, сахар и соль. Для начинки мягкое сливочное масло, сахар и корица. Для крема сметана, сахарная пудра и молоко. Вначале готовим опару. В глубокую тарелку выливаем молоко, добавляем сахар и дрожжи. Просеиваем муку и хорошо перемешиваем. Накрываем тарелку пищевой пленкой и убираем в теплое место на 40 минут. Спустя 40 минут опара поднялась и начинаем готовить тесто. В глубокой тарелке взбиваем яйца. Добавляем соль и сахар. Выливаем в тарелку опару. Добавляем сливочное масло. Масло должно быть размягченным, не растопленным. И все хорошо перемешиваем. Постепенно просеиваем муку. Вначале перемешиваем все венчиком, а когда тесто начнет комковаться, начинаем вымешивать руками. Не забывайте, что у каждого мука разного качества и может впитывать разное количество влаги. Поэтому, если необходимо, можете добавить еще немного муки и все хорошенько вымешиваем до однородного состояния.
Все, тесто вымесили, оно не липкое и упругое. И теперь смазываем тарелку и тесто маслом. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на час-полтора. А пока приготовим начинку. Перемешиваем сахар и корицу. Ну и сразу приготовим крем. Объединяем сметану, сахарную пудру и молоко в однородную массу. Пока булочки не испекутся, крем можно накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник. Спустя час достаем поднявшееся тесто и обминаем его. Немного припыляем поверхность мукой и начинаем раскатывать тесто в прямоугольник толщиной примерно 5-7 мм. Если необходимо, подравниваем края. Теперь смазываем тесто размягченным сливочным маслом. Высыпаем сахар с корицей на тесто и равномерно распределяем. Аккуратно сворачиваем рулет. Он по всей длине должен быть равномерным. Неровные края рулета я сразу отрезаю. А сам рулет начинаю нарезать острым ножом на кусочки толщиной примерно 2-3 см, как вам нравится. И обязательно край теста у каждой булочки подворачиваем под низ, чтобы в процессе выпекания он не отсоединился.
Выкладываем синнабоны на блюдо или противень на небольшом расстоянии друг от друга, так как они увеличатся в объеме. Накрываем блюдо полотенцем, а оставшиеся булочки я также выложила на противень на небольшом расстоянии друг от друга, накрыла полотенцем и оставила булочки отдохнуть в теплом месте на 20 минут. В это время мы разогреваем духовку до 180 градусов. Спустя 20 минут булочки немного увеличились в объеме и отправляем их в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Всегда ориентируйтесь на свою духовку. Спустя 20 минут достаем булочки и, пока они еще горячие, поливаем их кремом. Обязательно дождитесь, когда булочки остынут, и сразу же подавайте к чаю. Слегка тепленькие, свежие и безумно вкусные. Как вы видели, у меня получилось две партии синнабонов. У вас получится примерно так же, потому что из данной раскладки получается около 20 булочек, которые не поместятся на один противень. Конечно, если постараться поместиться, но все же желательно между булочками оставить небольшое расстояние, потому что они хорошенько увеличиваются в объеме. Так вот, первую партию синнабонов я уже залила сметанной заливкой, а вторую нет. Почему? Во-первых, потому что кто-то, возможно, захочет съесть не классический синнабон, а обычную булочку с корицей. А во-вторых, как вы видите, крем довольно-таки быстро густеет. Поэтому горячие синнабоны мы поливаем кремом, ждем, пока булочки полностью остынут, и подаем к столу. Согласитесь, что за один вечер вряд ли все 20 булочек съедятся, поэтому оставшиеся булочки мне пришлось бы поставить в холодильник на ночь, потому что там сметанный крем, и все-таки они должны храниться в холодильнике. А завтра, когда я достану булочки, они будут холодные, крем будет застывший. Вместо этого данные булочки я поставлю в контейнер. В холодильник ставить не надо. А крем накрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник. Завтра я достану булочки с контейнера, немного разогрею в духовке, полью их кремом и подам к столу. Получится эффект свежеиспеченных булочек. Согласитесь, это классный лайфхак, обязательно попробуйте. И вообще, просто попробуйте приготовить синнабоны, если вы никогда этого не делали. Они очень вкусные, вам они очень понравятся. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и до скорых встреч!